Хотите узнать, зачем императору понадобилась многотысячная армия в своей гробнице? Как связана древнекитайская усыпальница и компания Microsoft? Или какие тайны несет в себе гигантская белая пирамида? Тогда это видео для вас. Сегодня дверца, скрывающая за собой загадки древнего Китая, будет немного приоткрыта. Погнали! В глубинах китайской земли, где каждая пять почвы хранит многовековые тайны, археологи совершили невероятное открытие, которое уже сейчас называют одной из самых интригующих загадок современности. Среди сотен обнаруженных захоронений эпохи династии Джоу внимание исследователей привлекла одна совершенно уникальная гробница, форма которой не имеет аналогов во всей истории китайской археологии. Летом 2018 года в провинции Шаньдун археологическая экспедиция обнаружила целый погребальный комплекс, состоящий из сотни древних захоронений. Большинство из них относились к эпохе династии Джоу, но одна гробница явно выделялась на общем фоне. Ее исследование, завершившееся совсем недавно, показало, что она принадлежит к более поздней династии Цинь и имеет совершенно необычную конструкцию. Дело в том, что форма этой гробницы представляет собой идеальный символ X. Когда первые фотографии находки появились в сети, пользователи сразу же заметили ее поразительное сходство с логотипом популярной игровой консоли Xbox. Интернет буквально взорвался шутками и теориями. Microsoft украли дизайн у древних китайцев? Может быть, это доказательство путешествий во времени? А вдруг это древний артефакт инопланетной цивилизации? Но ученые относятся к этой находке совершенно серьезно. Для них это не повод для шуток, а настоящая археологическая загадка, требующая тщательного изучения. К сожалению, информации о внутреннем устройстве гробницы пока крайне мало. Археологи сознательно не раскрывают всех деталей, что только подогревает интерес общественности. Известно лишь, что гробница была построена несколько тысяч лет назад. С каждым днем тайна X-образной гробницы обрастает новыми теориями и предположениями. Когда археологи наконец раскроют все карты, что они обнаружили внутри? И главное, какое объяснение окажется верным? Остается надеяться, что мы когда-нибудь узнаем ответы на все эти вопросы. В несколько десятилетий назад обычный китайский фермер Ян Джифа совершил одно из величайших археологических открытий 20 века. Копая колодец у подножия горы Лишань, он наткнулся на странную глиняную голову. Так мир узнал о существовании легендарной терракотовой армии, охраняющей покой первого императора Объединенного Китая Цинь Шихуанди. Что же обнаружили археологи? Раскопки показали грандиозный масштаб находки. 8 тысяч уникальных терракотовых воинов в натуральную величину, каждый с индивидуальными чертами лица. 130 боевых колесниц с удивительной деталировкой, 520 терракотовых лошадей и разнообразное оружие, которое сумело сохранить боевую заточку спустя 2000 лет. Но самое главное, где-то рядом должен находиться нетронутый мавзолей самого императора. И вот уже полвека ученые не решаются его вскрыть. Почему гробница остается закрытой? Всему виной древние ловушки. Согласно историческим хроникам, гробница защищена реками из жидкой ртути, самострельными механизмами и даже ядовитыми газами. Современные исследования подтверждают, уровень ртути вокруг гробницы превышает норму в 100 раз. Кроме того, сегодняшние технологии не позволяют достаточно точно сканировать содержимое или гарантировать сохранность артефактов. Обеспечить безопасность исследователей они также не в состоянии. Что может скрываться внутри? У ученых есть множество догадок. Это может быть модель всей Китайской империи с драгоценными реками и горами, возможно, хорошо сохранившееся тело императора, или даже древние тексты с утраченными знаниями. Ученым необходимо сделать сложный выбор: ждать появления новых технологий или спешить, пока природные катаклизмы не разрушили гробницу. Как вы думаете, нужно ли вскрывать гробницу Цинь Шихуанди? Или лучше оставить ее нетронутой? Делитесь мнением в комментариях. Следующая гробница представляет из себя настоящий погребенный мир, созданный специально для императора. Где-то среди полей провинции Шэньси, в 20 километрах к северу от древнего Сианя, под толстым слоем земли и песка времени, скрывается одно из самых загадочных мест Китая — грандиозный мавзолей Янлин. Это не просто гробница, а целый погребенный мир, созданный для императора Цзиньди, правившего Великой империей Западная Хань. Но самое удивительное здесь не огромные земляные пирамиды, под которыми покоится император и его супруга, а то, что скрыто под ними. Целая армия глиняных воинов, слуг, музыкантов и даже домашних животных, застывших в вечном ожидании. Если терракотовая армия Цинь Шихуанди поражает своими масштабами и реалистичностью, то воины Цзиньди совершенно иные. Они втрое меньше человеческого роста, словно уменьшенные копии настоящих солдат. Но самое удивительное, у них были деревянные руки, которые могли двигаться. Археологи обнаружили, что конечности этих фигур крепились к телам с помощью специальных шарниров, позволяя им держать оружие и даже, возможно, выполнять ритуальные жесты. Увы,
Время не пощадило эти механизмы. Сегодня мы видим лишь глиняные торсы с пустыми плечами, словно призраки, лишенные своих рук. Но армия, да, лишь часть этого колоссального подземного комплекса. Вместе с воинами в землю опустили целые склады продовольствия, настоящие туши животных, овцы, коровы, собаки, видимо, для императорского стола в загробном мире, глиняные копии еды от фруктов до изысканных блюд, мешки с зерном, кувшины вина и орехи. И вот тут главная загадка. Среди прочей пищи археологи нашли арахис. Но как? Ведь по официальной истории этот продукт попал в Китай только после открытия Америки. Значит ли это, что древние китайцы знали о новом свете за тысячи лет до Колумба? История мавзолея окутана самыми разными легендами о проклятиях. Одна из них гласит, что один из генералов Цзиньди тайно скупал оружие, чтобы захоронить его в своей будущей гробнице. Император, узнав об этом, пришел в ярость. Он готовит мятеж даже в мире мертвых. Чтобы предотвратить загробный переворот, Цзиньди приказал уморить генерала голодом, а его гробницу оставить пустой, без оружия, без воинов, без почестей. Страшная история. Но, может, не случайно никто до сих пор не нашел эту гробницу? Еще об одной таинственной усыпальнице императора далее. В самом сердце провинции Шанси, где древние легенды переплетаются с реальностью, археологи совершили невероятное открытие. Во время прокладки новой автомагистрали близ города Синьчжоу они наткнулись на затерянную гробницу, скрытую веками под слоями земли и времени. И самое потрясающее, она оказалась совершенно нетронутой. Гробница, словно застывшая во времени, встретила ученых массивными каменными воротами, искусно вырезанными под дерево. Над входом загадочные символы, цветочные орнаменты и даже головы драконов, которые должны охранять покой усопшего. Внутри лабиринт таинственных помещений, наполненных бесценными сокровищами. Главная камера скрывала два древних деревянных гроба, украшенных загадочными узорами. Один сдержанный, с ромбовидными символами, второй яркий, с изображениями птиц и цветов, словно рассказывающими историю ушедшей эпохи. Но самое удивительное ждало в задней комнате. Там обнаружили алтарь, дорогую мебель, оловянную посуду, курильницы и даже письменные принадлежности. Кто же был этот человек, чье захоронение так тщательно оберегали? На стенах гробницы археологи нашли зашифрованные надписи, которые раскрыли личность погребенного. Это был Ван Ло, влиятельный евнух времен династии Мин, чье имя упоминалось в древних хрониках. Ученые уверены, эта находка — редчайшая удача. Большинство гробниц в Шанси давно опустошены мародерами, но это словно ждало своего часа, сохранив все артефакты в идеальном состоянии. Что защищало ее все эти века? А главное, что еще скрывает земля провинции Шанси? Может, где-то рядом лежат другие забытые усыпальницы, полные древних секретов? А теперь о гробнице, полностью находящейся под водой. И такое бывает. В китайской провинции Чунцин археологи совершили открытие, которое заставило переписать учебники по истории Древнего Китая. Нетронутая временем гробница эпохи Западной Хань раскрыла свои секреты, хранившиеся 2 тысячелетия под толщей земли и водной преграды. В ходе спасательных раскопок перед строительством гидроэлектростанции на реке Уцзян ученые обнаружили больше 600 уникальных артефактов. Роскошные лакированные изделия из бамбука, драгоценную нефритовую посуду, искусно выполненные бронзовые изделия и много другое. Одной из самых загадочных находок стал древний каталог погребальных даров с точной датой — 193 год до нашей эры. Почему гробницу не разграбили? Уникальная сохранность объясняется природным феноменом. Гробница постоянно заполнена водой, что создало идеальные условия для консервации органических материалов. Деревянные изделия, которые обычно разрушаются за века, здесь сохранили свою форму и даже цвет. Кто удостоился чести покоиться в такой усыпальнице? Находка нефритовой посуды — явный признак принадлежности к высшей аристократии. В эпоху Хань нефрит считался камнем императоров, и его наличие в погребении указывает на исключительный статус усопшего. Раскопки границы велись в экстренном режиме перед затоплением территории. В команду вошли лучшие специалисты страны, которые буквально боролись со временем, чтобы сохранить бесценное наследие. Как вы думаете, какие еще секреты могут хранить нетронутые гробницы Древнего Китая? Жду ваших ответов в комментариях. Иногда происходящее в гробницах может и впрямь напугать. Далее. Мавзолей династии Шан. Глубоко под землей китайские археологи совершили шокирующее открытие. Гробницы возрастом несколько тысяч лет, где покоятся воины, похороненные заживо вместе с боевыми конями и колесницами. Это не сцена из фильма ужасов, это жестокая реальность эпохи династии Шан, первой подтвержденной царской семьи Китая. Кто эти люди и почему их погребли заживо? Раскопки в древнем городе Инь открыли миру много удивительного. Богатые воины в шлемах, украшенных ракушками и золотом. Лошади в бронзовых доспехах. Их принесли в жертву ради загробной службы. И даже бронзовые сосуды с иероглифом «Ц».
знак могущественного клана, которому служили эти воины. Но самое жуткое, многие из воинов не были убиты перед погребением. Их закопали живыми, чтобы они сопровождали хозяина в царстве мертвых. Кровавая традиция или магический обряд. Историки подтверждают, такая практика была обычной для знати Шан. Слуги, воины, наложницы — всех их могли умертвить или заживо замуровать в гробнице. Лошади и колесницы — символы власти, необходимые в загробном мире. Ртуть, нефрит, бронза тоже играли особую роль. Эти артефакты доказывают, смерть здесь была роскошной. В ходе раскопок археологи также нашли руины дворцов с декоративными стенами и ступенями. Ими также были обнаружены первые шаги китайской письменности, древнейшие письмена на черепашьих панцирях. А мечи, колодцы, керамика, следы высокоразвитой цивилизации не могли не заинтересовать ученых. Археологи все еще расшифровывают надписи и исследуют гробницы. Сколько еще тайн скрывает древний инь? Может быть, где-то рядом лежит нетронутая гробница самого правителя Шан? Загадочные мумии, найденные в Китае, ждут вас в следующей части видео. Где-то в огромной китайской пустыне Такла-Макан, в сотнях километров от ближайшего человеческого жилья, скрывается одно из самых загадочных кладбищ бронзового века. Это место, отмеченное торчащими из песка деревянными кольями, хранит тайны древней цивилизации, которая исчезла тысячи лет назад. Кто эти люди? Почему их похоронили в таком необычном месте? И как их мумии сохранились до наших дней в идеальном состоянии? В начале 20 века уйгурский охотник по имени Ардек бродил по пустыне в поисках добычи. Внезапно его глазам открылось жуткое зрелище. Из песка торчали десятки деревянных столбов, а вокруг валялись человеческие кости и странные предметы. Охотник в ужасе бежал, решив, что наткнулся на обитель злых духов. Лишь спустя годы шведский археолог Фольке Бергман, одержимый поисками следов Великого Шелкового пути, узнал об этой истории и отправился на поиски загадочного места. Когда Бергман начал раскопки, он обнаружил нечто невероятное. Тела были похоронены в перевернутых лодках, накрытых коровьими шкурами. В могилах лежали плетеные корзины с едой, деревянные фигурки людей и животных, а также резные изображения, которые до сих пор ставят ученых в тупик. Каждое захоронение было отмечено деревянным столбом, словно древние люди хотели оставить послание потомкам. После первых исследований некрополь забыли почти на 100 лет. Но в 2000-х годах археологи вернулись сюда. И то, что они нашли, потрясло научный мир. Под песками скрывалось более 100 тел, захороненных в 5 слоев. Среди них были мумии, сохранившиеся настолько хорошо, что можно было разглядеть даже ресницы. Самой известной стала красавица Сяо Хэ, женщина с удивительно европейскими чертами лица. Изначально ученые думали, что эти люди были чужеземцами. Высокие, светловолосые, в шерстяных шапках и кожаной обуви. Но анализ ДНК показал невероятное. Они были местными жителями. Их гены связаны с древними народами Сибири и Америки. Как они оказались в Китае? Почему их культура исчезла? И что заставило их покинуть эти земли? На множество вопросов так и не было найдено ответов. Напоследок, громадная белая пирамида, ставящая ученых в тупик. Представьте, где-то среди бескрайних просторов Китая, в запретных зонах, куда не ступала нога обычного туриста, скрывается нечто грандиозное. Нечто, что переворачивает все наши представления о древних цивилизациях. Гигантская белая пирамида, выше, чем легендарная пирамида Хеопса, древняя, чем сами императоры Поднебесной, и настолько засекреченная, что даже спутники не могут ее отыскать. Весной 1945 года американский летчик Джеймс Кауфман пролетал над китайскими горами, когда его мотор внезапно начал сдавать. Снизившись, он увидел нечто невозможное. Исполинскую серебристо-белую пирамиду, сияющую, словно она сделана из неизвестного металла или кристалла. Вершина ее сверкала, будто драгоценный камень. Кауфману удалось сделать снимки, но Пентагон тут же засекретил все материалы. 300 метров туда в высоту, 500 метров в основании. Это делает ее крупнейшей пирамидой в мире. Но почему о ней молчат? Еще в 1912-м австралийский торговец Фред Шродер, путешествуя с местным монахом, наткнулся на целую долину пирамид. Они были строго ориентированы по сторонам света, облицованы каменными плитами, а их ступени, ведущие к вершинам, давно разрушились. Но самое удивительное, монахи знали правду. Этим пирамидам больше 5000 лет, сказал монах. Их построили императоры, пришедшие со звезд. Да-да, вы не ослышались. Древние тексты говорят, что первый император Китая, Хуанди, прибыл с созвездия Льва на огненном металлическом драконе, а через век правления улетел обратно. Современные исследователи, такие как австриец Гартвиг Хаусдорф, смогли проникнуть в запретную зону и обнаружили более 100 пирамид. Но Великую Белую никто так и не нашел. Может, ее просто нет? Спросите вы. А вот и нет.
Русский путешественник Максим Яковенко считает, что пирамида — это гора Ляньшань, но ее грани разноцветные — черные, синие, красные и лишь одна — белая. А пилот Кауфман видел целиком серебристую. Так где же настоящая белая пирамида? Может, власти Китая намеренно ее маскируют? Или, что еще страшнее, она и правда сделана из чего-то неземного? Если вы досмотрели, вы герой? Напишите в комментариях, рискнули бы вы навестить императоров в их гробницах. И не забудьте поделиться этим видео со всеми, кому интересно все загадочное и необъяснимое.